try to fly. Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Орхидей и с вами Ксюша. Мне кажется, что я нашла возможность снять новый ролик для вас. Сейчас буквально сошлись все звезды. Как вы сами понимаете, планировать даже на один день вперед ничего сейчас нам в Украине невозможно, потому что события могут измениться буквально через несколько минут. Мы сейчас очень зависимы от дефицита электричества, связи, интернета. Поэтому я уже довольно давно поставила себе целью начать снимать новые ролики, потому что балкон начал распускаться. Я еще гораздо раньше хотела показать вам период просто бутонизации, выгонки цветоносов, но, к сожалению, мои планы постоянно менялись из-за меняющихся событий у нас в стране. Но вот сегодня и ясный прекрасный день, и у меня есть время, и несмотря на сирену, которая сейчас у нас воздушная тревога, я надеюсь, что я все же смогу для вас снять прекрасное видео. Слышите, да? Как завывает эта безумная сирена за окном. В эти моменты, конечно, надо уходить в безопасные места. Уж точно надо быть не на балконе. Вот как бы я вам... Это пример того, о чем я вам говорю, что вроде я уже и построю планы, что буду снимать, и что-то начинает мне мешать. Но приняла решение продолжить съемку все же. Буду надеяться, что ничего сейчас страшного в нашем городе не произойдет. В общем, друзья, перед вами Орликин. Потрясающая красотка. Это голландский сорт. Причем это тот Орликин, который был завезен еще в Украину где-то в 2015 году. Это из старых завозов, потому что орликины появлялись и в последующем в продаже. Но это были уже... считался сорт немного отличающийся от орликина из старых завозов. Это прекрасная орхидея у меня уже довольно давно. Она уже очень крепкая и взрослая. И сейчас вы видите, она цветет у меня на 4 цветоносика. 2 из них новых, а 2, которые уже начали свое цветение, это летние цветоносы, с которых она процвела, очень скудно. У нее было буквально 3 или 4 бутона, потому что стояла она у меня на южном, очень жарком окне. Солнца было много и были достаточно высокие температуры. И несмотря на то, что этот сорт очень пышно цветущий, она процвела очень скудно. И вот эти цветоносики я не отрезала даже до живой почки. Такие цветоносы, которые процветают буквально на несколько цветов, то есть они не показывают свой весь потенциал, я такие не отрезаю даже до живой почки. Я точно знаю, что с приходом нового этапа цветения эта орхидейка продлит цветоносы и процветет с них вновь. То есть сейчас я хочу сделать для вас акцент, когда я не отрезаю цветоносы даже до живой почки. Это когда орхидея процвела по каким-то причинам, не показав весь свой потенциал возможный,
и процвела, ну вот, очень-очень скудненько. В таких случаях я не отрезаю цветоносы даже до живой почки и даю им возможность процвести и доцвести и проявить себя в последующих цветениях. Вот это как раз тот случай, это наглядный пример, и вы видите, что она дорастила и процвела. Как раз как еще один пример моих таких действий, а также демонстрация начала цветения этого сорта, я покажу на Сого Лауренсе. Вот этот тоже такой яркий и солнечный сорт Сого Лауренс стоял у меня прямо на одной макушке рядышком с моим арлекином. И вот этот вот цветонос Сого Лауренс выпустила в конце весны, и летом процвела она, ну, очень-очень скудненько. По количеству вот этих пустых мест можно вот сейчас даже посчитать, что цветочков, сейчас попробую сконцентрировать камеру, сфокусировать вернее, их было всего лишь 3 бутона, 1, 2, 3. Но кто знает этот сорт, у кого есть в коллекции Лаврентий, те знают, что этот сорт мультифлорного типа цветения, и цветет она, ну, очень-очень пышно. Такой цветонос я тоже не отрезала, но нет смысла вот такой неотработанный и не проявивший себя в цветении цветоносик резать даже до живой почки. Я его оставила. Сейчас вы видите, что орхидея продлила его на 2, 4, на 6 бутонов. И также пробудила боковую почку. Это покупной цветонос был. И вот боковая почка тоже идет цветоносик в рост. Это тоже покупной цветонос. И вот это совершенно новый цветонос, который она начала растить уже в осенне-зимнем периоде. Как правило, вот эти вот дорощенные цветоносы начинают свое цветение первее всех, потому что здесь работы орхидейки не так много. Дорастить и вырастить бутоны ей труда не составляет, а рост новых и боковых тут более кропотливый труд и подольше времени занимает. В общем, Сого Лауренс потрясающий сорт снова в моей коллекции. Почему? Потому что купила я ее довольно недавно, это уже в 22 году. Я ее купила, вот кажется, в конце весны. Она была у меня в коллекции на начальном этапе моего коллекционирования, но как-то душа не легла, когда она распустилась у меня впервые. Я подумала, что мне она не нравится, и я ее продала. Но прошло довольно много времени, когда мне захотелось иметь ее вновь в коллекции. И тоже советую вам ее. Почему? Потому что мало того, что она очень пышно цветет, потому что это мультифлорка, у нее есть такой пряный, приятный на мой вкус аромат. Ароматит она очень активно. Ну и цветочки очень интересные, они такие восковые, серединка яркая. Я, конечно же, вам ее еще буду показывать, когда она будет распускаться, и покажу ее во всей красе. У обоих этих сортов цветочек не крупный, он порядка 5 сантиметров, но за счет того, что эти сорта
пышно цветущие, размер с лихвой компенсируется как раз обильностью цветения. Ну, мы с вами будем еще возвращаться к этим сортам, поскольку впереди у нас и рост новых цветоносов, и мы увидим их обязательно во всей красе. А сейчас мы перейдем с вами к многими любимому сорту. Это Дарвин. Дарвин именно этот у меня голландский, который был завезен совсем недавно в Украину. Это в 2021 году, летом. Мы с вами на канале, я показывала первичную обработку. Как раз это были вот эти мои два Дарвина. Здесь один из них. Второй у меня стоит на этой полочке и тоже гонит два цветоноса. Один из боковой почки, а один совершенно новенький. Ну, покажу сейчас тот, который распустился, и расскажу, как он себя повел в этом цветении. В этом цветении она у меня процвела аж на 7 цветоносов. И сейчас вам покажу. Вот я оставила цветоносы, обрезала до живой почки, с которыми она приехала. Их было, не помню сколько. Ну, в общем-то, сейчас, на сегодняшний день, она цветет. Вот боковая меристемная почка. Раз. А вот второй боковой цветонос. Вот это новый, который она пустила. Здесь со старого цветоноса два боковых цветоноса. И вот здесь тоже со старого цветоноса два боковых цветоноса. И в итоге мы имеем 7 цветоносов. Такого еще у меня не было ни разу. Дарвин, конечно, пышно цветущий сорт. У меня сейчас в коллекции 4 Дарвина. 2 у меня очень давно уже, а этих я подкупила, ну, потому что уж очень нравится мне этот сорт. И, как говорится, про запас пусть будет. И мои Дарвины, ну, никогда так пышно не цвели, хотя они способны на такое обильное цветение. Но что заметила, что цветок, за счет того, что очень много бутонов, цветок более мелкий, размер цветка не достигает 8 сантиметров, потому что сорт способен развить свой цветок до размера 8 сантиметров. Сейчас цветочки более мелкие, они едва некоторые дотягивают до 7 сантиметров. Я склонна думать, что недоразвитый по размеру цветок как раз причина того, что слишком много в этом цветении бутонов, и орхидея запустила масштабное цветение. И, кстати говоря, она у меня еще и позасушивала последние бутончики, около, наверное, 6 бутонов последних она засушила. И это не потому, что есть погрешность в уходе, а потому что орхидеи очень часто сами регулируют и оценивают свои возможности, насколько они могут или не могут потянуть вот то цветение, на которое они замахнулись. Ну, в общем, вот такая вот красивая орхидейка. И, кстати говоря, тоже сейчас покажу такой лайфхак, может быть, кому-то пригодится. Вот эти 2 цветоноса у меня очень плотно и близко друг к другу растут. И для того, чтобы раскрыть цветение, я беру шпажку и ставлю вот такую вот
мне, конечно, плохо видно, что я вам показываю, ставлю вот такую распорочку. Как бы вот эту рогатку я ставлю на распорку шпажки, и тогда цветение раскрывается. Вот, может, кому-то пригодится. Красавица Дарвин. Буду тоже вам ее еще показывать и не раз. А сейчас перейдем. Кого мне вам показать? Наверное, тот, кто рядышком. И следующий у нас стоит. Это орхидея частая гостья моих общих обзоров была, поскольку она постоянно в цветении и постоянно попадает в кадр. Многим моим девочкам, подписчицам нравится эта орхидея. Часто у меня спрашивают о ней, восхищаются ее красотой. Сейчас покажу вам бирочку. Те, кто не видел, возможно, не знает. Садовник у этой орхидеи Пом, а сорт называется Champion Lighting пилорик. Покупала я ее именно в пилоричной форме с мутацией. Это не тот случай, когда, знаете, покупаешь в обычной форме, а тебе повезло и орхидея процвела в мутации. Я покупала ее взрослой орхидеей в размере 3,5 с уже отцветшим цветоносом. На момент покупки цветения я не видела, но садовник гарантировал, что мутация закреплена. И действительно, все цветения, в которых участвовала эта орхидейка у меня дома, были вот с мутацией. И вот такой у нее еще характерный индивидуальная форма цветочка. Боковые петалии полузакрытые, они никогда не распахиваются полностью. Поначалу я думала, первое цветение, которое у нее было у меня в домашнем цветении, было зимой. И я подумала, что зимнее цветение, все же там, знаете, как влияние света, продолжительность светового дня, зимнее цветение может немного отличаться от летнего. Я подумала, что, возможно, в зимнем цветении она так себя проявляет. Но нет. Все последующие цветения, даже в теплое время, с продолжительностью светового дня 14 часов и более, она цвела именно вот такой, в такой форме. Я так понимаю, я не знаю, я не видела, как этот сорт цветет у других девочек в коллекции, полностью ли распахиваются боковые петали, но у меня вот такая особенность этого сорта. Кто помнит мои прошлые обзоры, помнит, насколько красиво, вернее, даже красиво-то она и сейчас цветет, но насколько пышно она цвела в прошлых обзорах, в прошлых, вернее, цветениях. Но летом этого года она у меня потеряла часть корневой системы, мне пришлось ее восстанавливать, лечить, поэтому это цветение более скудное и более скромное. Но, как я часто говорю, у крупноцветковых сортов даже небольшое количество цветочков создает зрелищное цветение. В этом году, так как я сказала, что у нее были проблемы, видимо, орхидея поняла, что не потянет новое цветение, нового цветоноса у нее нет. У нее сейчас, вы видите, всего 3 листика. Она в момент восстановления съедала свои нижние листья, поэтому она у меня сейчас цветет с 2 боковых цветоносов. Один боковой цветонос
всего лишь с одним бутончиком, а второй боковой цветоносик, вот этот вот основной, с основным цветением. Ну, вот такая вот красавица, которая сейчас встречается в заказах у поставщиков, но в более маленьком размере, кажется, 1,7. Но думаю, что такую красотку можно кропотливо выращивать и ждать вот такое вот красивое цветение. Покажу даже, знаете, вот решила, наверное, буду всех вам показывать, кто стоит даже не цветущий, просто долго не буду останавливаться. Покажу вам всех подряд. Вот это вот Албуфейра, это конь в прямом смысле слова. Розетка просто гигантская. Этот сорт, который требует огромнейшего количества места на полках. Покупала я ее, конечно, тоже уже не маленькой, но она у меня выпустила пару листьев уже пока я ее купила. И цветение еще только в процессе выгонки цветоносов. Еще она не распустила, но она у меня вот сейчас боковой цветонос один. Это основной цветонос, он идет с разветвлением, это новенький. И здесь еще есть пара цветоносов, я их скрепила, но не знаю, она начала растить боковые почки. Вот один, вот второй тоже набух, но пока я вижу, что цветение заморожено, она их не развивает, развивается только вот это цветение и одна боковая почка. Вот просто не могу не показать вам цветение двух своих хой. Хоть знаю, мне в комментариях пишут девочки, чтобы я не засоряла обзоры с орхидеями цветением хой, потому что им это не интересно и им приходится перематывать эти моменты. Но, к сожалению, у меня не всегда получается снять цветущие хойки отдельным видео, поэтому все же покажу, но вставлю в конце ролика, кому интересно, тот досмотрит до конца. Это потрясающая хоя. Хоя называется Фичи. У нее вот такой вот листик, плотный, небольшой и такой достаточно как арбузная корочка. Сорт очень интересно цветет, с нежным приятным ароматом, легко зацветает. У нее сейчас 3 новых цветоносика. Цветет с одного. Очень красивое цветение. Рядом, кстати, доцветает моя бугенвилия. У меня в этом году всю осень цвели бугенвилии. Сейчас я обрезала многие, но они стоят под лампами, и смотрю, новые росты пошли. Поэтому думаю, что будут опять цвести. И сейчас покажу вам еще одну хоечку. Моя красавица. Это ее любимое место на балконе. Здесь она у меня лежит. Вот в этом зеленом уголочке. А хойку, которую я вам хотела показать, это хоя кампанулата. Вот так она называется. Кампанулата. И посмотрите, какое у нее чудесное цветение.
Как моя старшая дочь сказала, мама, она похожа на пельмешки. Запаха и аромата нет совсем. Даже когда ты близко-близко нюхаешь, я совершенно не чувствую аромат. Но цветение, просто очень необычное и очень красивое. Цветочки как будто из воска, такие блюдца, внутри вот эти звездочки. Цветение очень отличается от стандартного хоечного цветения. Лист у нее, казалось бы, вроде простой, но в то же время все равно интересный. Эти новые листья вам покажу. Немного смахивает на лавровый лист, но все равно красивая. Хойка, она у меня, видите, как бы не совсем черенок, но еще молоденькое такое растение. И вот она выдала у меня новый, вернее, в росте, когда начала расти, выдала цветоносик, и вот с него процвела. Очень красивая. Буду заканчивать сегодняшний наш обзор, долгожданную нашу встречу. Обещать все же буду выходить чаще. Буду очень надеяться, что обстоятельства не будут мне помехой. Спасибо всем девочкам, кто поддерживал меня в комментариях теплыми словами, словами поддержки, кто беспокоился обо мне и о моей семье. Я, конечно же, все читаю. Не всегда получается отвечать, сами понимаете, то со связью, то со светом, то со временем плохо. Но читаю я все. Спасибо вам, мои хорошие. Спасибо всем, кто присоединился ко мне за это время, даже пока меня не было. Рада всем новым моим цветочным друзьям. Ну, а сейчас я уже буду заканчивать. Пишите в комментариях свои впечатления, свои пожелания, свои мысли. Даже если вам плохо на душе, мы будем объединяться даже в моем цветочном аккаунте, будем поддерживать друг друга в это непростое для нас время. Я надеюсь, что мой цветочный канал вас каким-то образом хоть немножечко отвлечет и поддержит. Всем тяжело. Я вас обнимаю. До скорых встреч, мои хорошие. И всем пока. Try to fly